Дорогие друзья, крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров 50 граммах. Сегодня мы с вами познакомимся с очень простым и в то же время красивым, уникальным узором. Моя авторская разработочка. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего узора с 18 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Я сделала цепочку из 18 воздушных петель. Далее очень внимательно. Я выполняю одну воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому. Во вторую петлю от крючка ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И так я выполняю столбики без накида до конца моего ряда. Обращаю ваше внимание, что раппорт в ширину 4 петли. 4 умножить на 4 это 16. Я буду выполнять 4 раппорта. И 2 петли я добавляю для формирования полотна. Раппорт в высоту у нас с вами 2 ряда. Так мы с вами выполняем столбики до конца нашего ряда. Мы с вами выполнили ряд столбиков без накида и приступаем к выполнению ряда наших уникальных столбиков или уникального приема «Моя авторская разработочка». 6 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Работу разворачиваем. Далее очень внимательно я выполняю 4 накида на крючок. Пропускаю первую вершинку, во вторую вершинку ввожу крючок и выполняю столбик с 4 накидами. Мой уникальный прием будет выполнен на основе столбика с 4 накидами. Далее я выполняю 2 воздушные, 2 накида на крючок и ввожу крючок в накид и нить столбика вот таким образом. И выполняю незавершенный столбик с 2 накидами. 2 накида на крючок, ввожу крючок опять же в накид и нить столбика. И выполняю второй незавершенный столбик с 2 накидами. Итак, всего мы выполняем 4 таких столбика. Это 3-й столбик и 4-й. Выполнили. Далее очень внимательно я пропускаю 2 вершинки. В 3-ю вершинку я ввожу крючок. Захватываю рабочую нить и вытягиваю, точнее провязываю. И теперь смотрите, провязываем по 2 петли на крючке. 2, 2, 2, 2 и 2. И вот такой столбик у нас с вами получился. Интересный, красивый, необычный столбик или прием. Обращаю ваше внимание, что он располагается на 4 петлях и ему соответствует 4 вершинки. Мы продолжаем работу. Давайте еще раз побыстрее повторим наш прием. 4 накида на крючок. Я ввожу крючок в вершинку и выполняю столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. И провязали. Далее 2 воздушные, 2 накида. И провязываем первый столбик незавершенный с 2 накидами, второй, 3-й и 4-й. Далее пропускаю 2 вершинки, в 3-ю ввожу крючок, провязываю и теперь провязываю по 2 петли на крючке. 2, 2, 2, 2 и 2. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего ряда
И я выполняю 4 накида на крючок, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и провязываю столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Мой ряд завершен. И вот такой уникальный красивый прием у нас с вами получился. Далее мы с вами выполняем ряд столбиков без накида. Я выполняю воздушную работу, разворачиваю, ввожу крючок в самую первую вершинку и выполняю столбик без накида. Далее очень внимательно в вершинку столбика я выполняю столбик без накида. И я говорила, нашему столбику соответствует 4 вершинки. То есть вот я выполнила первый столбик, далее под воздушный я выполняю еще 2 столбика, это 3, и 4 выполняю опять вершинку. Вот таким образом мы будем с вами выполнять ряд столбиков без накида. Давайте еще повторим. 1, 2, 3 и 4 и так далее. Далее вы вяжете самостоятельно. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение моего ряда и очень внимательно не забываем провязывать воздушную петелечку подъема. Смотрите, это 6-я, 1, 2, 3, 4, 5, 6 или первая от вершинки воздушная петля подъема. Я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И не забываем ее провязывать обязательно. И теперь я работу разверну, и мы с вами посмотрим. Видите, наш уникальный прием, основанный на столбике с 4 накидами. Раппорт в ширину 4 петли. Наш прием располагается на 4 петлях. И раппорт в высоту у нас с вами 2 ряда. Это уникальные приемы наши. И ряд столбиков без накида. Я начну выполнение следующего ряда наших уникальных столбиков или уникального приема. Вы продолжите самостоятельно. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелечек подъема. Работу разворачиваю. 4 накида на крючок. Пропускаю первую вершинку, в следующую ввожу крючок и выполняю столбик с 4 накидами. Мы с вами уже все это выполняли. Просто повторяем. И я буду вязать быстрее. 2 воздушные, 2 накида. Первый незавершенный столбик с 2 накидами. Второй незавершенный столбик с 2 накидами. Третий. И 4. Далее пропускаем 2 вершинки. В третью я ввожу крючок. И теперь вяжем по 2 петли на крючке. 2, 2, 2, 2 и 2. Итак, мы с вами выполняем наше полотно на необходимую нам высоту. Напоминаю, раппорт в ширину 4 петли, раппорт в высоту 2 ряда. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать интересный, простой и в то же время красивый, уникальный узор. Моя авторская разработка. Раппорт в ширину у нас с вами 4 петли, раппорт в высоту 2 ряда. Познакомились мы с уникальными вот такими столбиками или уникальным приемом, который основан на столбике с 4 накидами. Великолепно будет смотреться буквально из любой пряжи. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Вы можете выполнить все полотно таким узором, а можно выполнить буквально 1 раппорт в высоту, 2 и так далее. Экспериментируйте. До новых встреч и творческих вам успехов. И, конечно же, отдельное спасибо, что вяжете вместе со мной.